Открываю. Вот такой желток яркий, смотрите. Куры начали кушать яйца. Смотрите, какие они. Не учить кушать яйца. И яиц будет. Смотрите, мокрая. Сегодня хочу выпустить индюков. Пусть идут погуляют. Сразу первым делом, когда приехала, выпущу их. Пусть попасутся. Трава уже почти что открыта. Трава пастись есть. Пусть выходят, я их загоню. Приехала я на дачу на несколько часов, но я думаю, что их загнать я смогу. Пусть выходят, им нужно двигаться. Для того, чтобы быстрее наступила яйцекладка, птица должна двигаться. Ну и есть трава. Находят камушки себе сразу. Это все им сейчас нужно. Это то, чего в теплице у них нет. Ну и трава. Начинает таять снег. Днем размораживается, и трава уже открыта в некоторых местах. А перед тем, как уезжать, я их спокойно загоню. Вот так вот выглядят ведра у индюков в теплице. Вот, видите, лед есть, вода замерзла ночью, а днем, еще когда выходит и солнце, она вот так размораживается. То есть у индюков вода вот все-таки есть. И смотрю, они стали много пить воду. Раньше они так не пили воду много. Гнездо выглядит вот так. Вижу, кто-то там сидел, но яиц пока нет. А теперь иду в курятник. И буду смотреть, что тут происходит. Вернее, что происходило, пока меня не было на даче. Что мои курочки здесь делали? Сколько снесли яиц? И буду показывать вам все, что здесь происходит. Конечно же, первым делом воду. Несу всем воду. Вода для кур очень важна. Нет воды и нет яиц. Поэтому зимой надо придумывать любые способы, но обеспечить кур водой в мороз. Поэтому сразу, когда приезжаю, мою ведра и ставлю чистую воду. Это чистота воды. Это те яйца, которые мы будем кушать. Которые сформировались с вот такой чистой воды. Поэтому я всегда стараюсь, чтобы у кур была чистая вода. Обязательно мою все ведра и наливаю чистую воду. Ставлю чистую воду курочкам и сразу вижу, что нужна здесь уборка. Обязательно, когда соберу яйца, приду здесь уберу. Курочки сидят ночью на насестах, и вот так скапливается помет. Это все нужно убирать, потому что это все тоже влияет на яйценоскость. В курятнике должно быть чисто, сухо и приятно. Сразу намечаю себе план работы после сбора яиц. И не удержалась, покажу вам, сколько здесь яиц. Представляете, сколько? Смотрите, это за 4 дня, и это еще не все яйца. И еще в гнезде под курицей. Посмотрите, сколько яиц. Молодцы Легорны и Ломан Сэнди.
Ну и курочка фавероль сюда еще подбавляет яйцо. Иду за корзиной. И будем вместе собирать яйца. Принесла воду. И смотрите, что я обнаружила. Видите, горячее. Только снесла курица. И вот это злостный поедатель яиц сразу. Я думаю, что даже и Марусе яйца не достаются. Она съедает первая. Горячее. И даже еще мокрая. А я принесла воду. Гнезда еще не открывала. Так и висят еще у них закрытия. Вот такие накрытия на яйцесборниках. И, кстати, мороз сильный, который на улице, вот это накрытие немного дает пару градусов тепла и сберегает яйца от растрескивания в гнезде от мороза. Не показываю полностью это накрытие, потому что может быть кому-то неприятно такое смотреть. Сейчас все это уберу и будем собирать яйца. И вот такие могут быть потери в гнездах. Вот так. Придет Маруся и спокойно его здесь скушает. Потому что оно лежит на помете и катиться не может. Но если придет какая-то курочка нестись и вот так лапкой заденет, то это яйцо еще спасется. Это очень хорошие гнезда, которые уберегают яйца от съедения курочками. Но когда куры содержатся на расстоянии, на даче, где вы оставляете их на несколько дней, то с такими потерями нужно смириться. Такое будет. И это ничего страшного по сравнению с теми плюсами, которые есть у этих гнезд. И, кстати, перед гнездом вот такая вот труба, она спасает яйца от помета, которое может скопиться в гнезде. И чтобы куры не спали в гнездах и там не гадили, перед гнездом нужно сделать вот такую вот палочку, вот такую вот перекладину, на которой курочка будет спать, и она не пойдет спать в гнездо. Но вот так вот получается, когда она сидит на этой жердочке, то все прелести скапливаются на этом яйцесборнике. Поэтому я накрываю яйцесборники любыми тканями, закрепляю. И вот так, когда приезжаю, просто убираю. Здесь у меня закреплены они обязательно на саморезах, потому что куры лапами это все сгребают. И вот так я приехала, убираю это все, выношу на огород. И у меня чистый яйцесборник и чистое гнездо. Такая ткань накрытия у меня на верхних гнездах и, естественно, на нижних тоже убираю. Помощники тут. И это тоже скручиваю и выношу, вытряхиваю на огороде. Это удобрение очень ценное. И иду в курятник за яйцами. Посмотрим, что там. Что снесли мои курочки, пока меня не было на даче. Чистая вода уже у них есть. Самое главное, а корм досыпать буду после сбора яиц. Все остальное может подождать и потерпеть. Кроме яиц, которые сейчас у меня в гнездах, лежат на помете и не скатываются. Поэтому соберу сейчас яйца и наведу порядок в гнездах. Открываю. Смотрите. Молодцы. Целые. Не замерзли. Отлично.
Смотрите, сколько. Ну, давайте будем собирать. Потому что много работы сегодня. Ого! Ого, какое огромное! Грамм 100 точно будет. Вот это да! Огромная и твердая, хорошая скорлупа яйца. Это, видите, клюнули. Так. Смотрите, еще одно огромное. Вот они огромные, похожи, смотрите. Вот они, вот какие здоровенные. В руку не помещаются. Такие яйца несут старые куры. У меня, по крайней мере, в хозяйстве. Ну и стандартные яйца. Самые обычные. Молодцы. Морозы скоро пройдут. Будет тепло. Яйцо левинское ситцевое. Оно тяжелое и под своей тяжестью ударяется об гнездо во время снесения. Оно просто очень огромное и тяжелое. И вот так вот под тяжестью яйца ударяется и разбивается. Но если внутри пленочка не нарушена, я такое яйцо смело пускаю в еду. Оно просто разгерметизировано, а внутри все хорошо, ничего не вытекает, там держит пленочка. И точно так же здесь. Ничего нигде не вытекает. Эти яйца можно кушать. Еще одно такое. Смотрите. Это тоже ливенская ситцевая. Вот она несет яйцо какое. Видите? Тяжеленное. А это тоже ее яйцо. Но оно немножко меньше. Чуть-чуть меньше. И смотрите. Оно убереглось. Вот. Это одна и та же курочка несется. Молодцы мои старые курочки. Кто-то здесь умащивается и будет сейчас нестись. Так. Ого, смотрите. Одно яйцо съел кто-то. Вот так. Смотрите. Это съела моя кошка. А может быть и куры. Но, скорее всего, оно задержалось вот здесь. Вот видите, мокрое еще пятно есть. И его, естественно, кто-то съел. Для кур, которые содержатся на расстоянии, это все называется издержки производства. На это всегда нужно списывать яйцо. И не одно. И это, я считаю, нормально. Зато есть возможность держать кур на даче, а жить при этом в городе. И я думаю, что так держать кур
хотят очень многие. Особенно сейчас, когда хочется и вырастить свое что-то на огороде, и чтобы было свое яйцо. Здесь два, и я смотрю, что кто-то его уже начинал кушать, но яйцо укатилось. Вот такое уже яйцо, где потек белок, конечно, нежелательно кушать. Тем более, что оно лежало где-то, катилось на помете. Такое яйцо лучше отдать животным скушать. Я отдаю такие яйца собаке своей. И здесь тоже одно яйцо скушали, видите? И я думаю, что не одно, потому что вот здесь мокро и здесь мокро. И, скорее всего, здесь скушали и яйцо, и скорлупу яйца. А вот таким образом, вот через такую дырочку, съедает яйцо кошка. И это забираю. Вот такие вот потери при содержании кур на даче всегда есть, были и будут. И это ничего страшного в этом нет. Все, яйца все собраны. И вот это все причина потерь яиц. Вот так вот. И нужно убрать в гнездах. Сразу посмотрим здесь, в гнезде. А потом уже в верхнем будем смотреть. Здесь что у нас? Здесь и яйца, и помет. Смотрите, видите? Но зато два яйца сбереглись. Красивые крупные яйца. Все. Все. Для следующего раза гнездо готово. Все. И смотрим верхнее гнездо. Что тут у нас? 4 яйца. Ну, вот так вот. И моей собаке тоже не достанется яйцо, да? Не кушай. Надо убрать. Это просто для того, чтобы кур не учить кушать яйца. Потому что в следующий раз она скушает его. И это тоже уберу, потому что сейчас придет еще какая-то скушает. Эти яйца заберу отдельно. Так, и эти 4 яйца амрокса. Так, как будто я так думаю, это амрокс. И еще 4 яйца какой-то, не знаю, кто сюда несется. Когда-то видела в гнезде Ломан Сэнди, старенькую мою Ломан Сэнди. Здесь тоже есть такие курочки. Все, закрываю. Эти яйца убираю обязательно. В первом вольере яйца собраны. Ну, я думаю, что здесь еще будут яйца, пока я здесь нахожусь. Это будет яйцо вот здесь. И яйцо вот здесь. Это минимум. А может быть, еще кто-то снесется. И идем дальше. Дальше во второй вольер. На улице уже тепло становится. К нам идет тепло. Прошли самые трудные холодные месяцы. И уже идет тепло. Для кур, которые содержатся на даче на расстоянии, которым нужно приезжать, самые трудные 3 месяца – это декабрь, январь и февраль. А дальше все остальные месяцы – это одно удовольствие. Идемте во второй вольер за яйцами. Ой! Ждали меня? А ну, показывайте, что вы нанесли.
А ну, показывайте. И представляете, у меня такое впервые. Посмотрите, показываю вам кормушку. Показываю вам все как есть. Смотрите. Кормушка была полная-полная. И все, я приехала, кормушка пустая. Все, у кур ничего нет. Такое у меня впервые. Прозевала. Соберу сейчас. Соберу яйца и насыплю им полную. Не переживайте, ничего страшного. Так, а теперь будем смотреть, сколько яиц снесли эти курочки. Смотрите. Завалили яйцами. Красота. И что-то смотрю в желтке. Не хватало. Смотрите, желток. Смотрите, яйца в желтке. Вы что? Ну, все идет к тому, чтобы использовать эти гнезда по назначению. Использовать эти гнезда с яйцесборником. Все к этому идет, я уже вижу. Смотрите, яйцо одно съедено. А тут, ну, возможно, они и просто случайно раздавили. Смотрите, видите? А возможно, уже начинают кушать яйца. Идет, идет. Это нехорошо. Это нехорошо, когда начинаются вот такие вот истории. Но я не переживаю. У меня гнезда с яйцесборниками. А вы знаете, что это гнезда, которые уберегают от поедания яиц. Вот такой желток яркий, смотрите, у этих курочек. И сейчас они будут охотиться на это яйцо. А я его спрячу. Подожди, я не убрала в гнезде. Подожди, я уберу. Хочу убрать в этом гнезде сразу. Смотрите. Минус одно яйцо здесь. Вот эту солому нужно сразу убрать. Все, убрала. Потому что если сейчас курочка пойдет нестись, то оно запачкается. И будет тоже в желтке. Иди, приготовила тебе. Трон. Давай сюда яйцо неси. Следующее гнездо занято. И это тоже занято. Ну ничего, будем собирать под курицей. Расплылась. А ну покажи, сколько тут яиц. Смотрите. Здесь поменьше. Здесь поменьше. Что, не подходит? Ищет, ищет. Давай я буду забирать. И смотрите, по-моему, и здесь тоже кушали яйца. В этом гнезде тоже такие есть. Да, все, буду убирать. Видите? Вот. Тоже яйца в желтке. Не умеете по-хорошему, буду убирать солому.
потому что научатся кушать яйца. Вот, видите, тоже нету яйца, мокро. Одного коричневого яйца нету. Давай я уберу. Уберу, чтобы было здесь сухо и чисто в гнезде. Вот так. Сиди, сиди, сиди. Дам ей яйцо одно. На. Твое? Садись, садись. Есть, я не все забрала. Садись, несись. И дальше будем смотреть. Сразу смотрите, что я нашла. Смотрите, что я нашла. Скорее всего, выгребали из гнезд. Когда расклевали яйцо, выгребали из гнезд. Так, беспорядки вы навели в этот раз здесь. А смотрите, где пластиковое яйцо. Видите? Под кормушкой. Вот оно. Значит, эти яйца, они выгребают из гнезда лапами вместе. И поэтому здесь я нашла еще одно яйцо. Настоящее, хорошее. Выгребли из гнезда вместе с пластиковым. И третье гнездо. Это Dark Shell. Доминант Dark Shell. Курочка, которая очень похожа на курицу маран. И несет она вот такие яйца, как у марана. Но продуктивность этой курицы намного лучше, чем у кур-марана. И несмотря на то, что я эту курочку только изучаю, они у меня недавно, но я смотрю по яйценоскости. Посмотрите. Посмотрите, вы видели такое? Вот такая красота. Несутся они просто исключительно. Вот такие яйца у них. Эти курочки мне очень-очень нравятся, хотя они у меня совершенно недавно. И я их только изучаю. Но пока мне нравится все в них. И характер, и яйценоскость. Посмотрите, какие красивые яйца. Как они могут не нравиться. Так. Я тебе дам, оставлю одно. Не буду все забирать, не переживай. Так, мне же надо знать, сколько было яиц. Так. И еще 3. Эти, смотрите, совершенно белые стали. Практически белые яйца, хотя должны быть зеленые. Так. Все, по-моему, все я забрала. И, конечно же, так как я всегда вам рассказываю, что если курочка сидит, несется, то я ей отдаю. А это гнездо работало вот так, без соломы. И смотрим, яиц здесь нет. Буду, наверное, убирать солому. Куры начали кушать яйца. И верхнее гнездо. А в верхнем гнезде 2 яйца. В этом вольере собрала все яйца. Красота. Посмотрите, какая красота.
Иду собирать яйца у этих курочек. Курочек-несушек. Здесь в корзине специально оставила с одной стороны место для белых яиц. В этом гнезде пришла курица, несется. Ладно, пусть она пока несется. Я вам здесь яйца показывала, кстати. Поэтому пока можем собрать из гнезда. Вот так. Что у нас в гнезде? Ага. В гнезде у нас сколько? 8 штук. В гнезде 8 яиц. Так. Все, пришла проверять. Забирают твои яйца. Снесешь еще себе. Пластиковые. Ставлю в гнездо. Сразу ставлю на место, потому что куры сейчас будут нестись дальше. Время активной яйценоскости. Сейчас утро. А я буду забирать яйца здесь. Придется забирать... О, смотрите, уже нету ее. Хотела сказать, придется забирать под курицей. А она уже убежала. Смотрите. Смотрите, сколько много. Молодцы. Мороз был. Минус 13. И они все равно несутся. Потому что на ночлег они заходят. И тут им тепло. В курятнике ночью главное тепло. А днем мои курочки гуляют на морозе, на улице. Такой грязной лапой стоять на чистых яйцах. Так. Для таких открытых гнезд яйца еще довольно чистые. Обычно в таких гнездах за несколько дней... Ой, вот оно, горячее яйцо. Обычно в таких гнездах за несколько дней яйца очень-очень грязные. Горячее яйцо. Это яйцо той курочки, которая сидела в гнезде, когда мы зашли. И кто-то там так напачкал в гнезде, что придется мыть яйца. Очень сильно кто-то напачкал. Грязное яйцо. Вот здесь положу его с краю. А в гнезде чисто, а яйца запачканные. Это кто-то пришел вот с такими грязными лапами и походил по яйцам. В этом гнезде все собрала. И еще одно гнездо. И в яйцесборнике еще посмотрю. Ого! А здесь чистенькие, красивые. И вот так вот видно, хорошо видно, сколько снесли эти курочки. Смотрите. Молодцы.
такие куры должны быть в хозяйстве обязательно. Куры-несушки. Чисто яичное направление. А теперь посмотрим у этих несушек мясного направления. Это бройлеры КОП 500. Так, яйца поставлю здесь, чтобы куры не разгребли мне их. Вот так. И заберу здесь яйца. Так, что тут? Что тут у нас? Забираю. И второе. 2 яйца бройлеров. В корзину. А ну-ка, покажи. Смотрите. Откуда это у тебя желток? Это желток. Кушали яйца, да? Наверное, что-то и скушали. Скушали яичко, да. Я вижу по вам. На перьях есть желтые пятна. Значит, куры кушали яйца. Все, заходите. Отнесу яйца и буду убирать у них в вольере. Вот такой вот урожай у меня в этот раз. Работы сегодня очень много. И надо успеть все сделать. Сколько снесли яиц адлеры. Этих курочек я покупала как адлеры серебристые. Но хочу вам сказать и предупредить, что под видом таких курочек адлеров могут продавать доминанта. Поэтому утверждать, что это курочки адлеры серебристые, я не могу. Это или адлеры, или же доминанты. А почему? Они очень похожи, у них точно такие же черные бусы, беленькие, все точно так же, только заносится курочка доминант раньше, чем адлер серебристый. Поэтому вот именно поэтому у меня возникли подозрения, потому что эти куры у меня занеслись очень рано. Решила убрать сетки. Чтобы добраться к яйцам, все равно нужно здесь наводить порядок и нужно менять воду. Поэтому яйца удобно собрать просто вот так, убрав сетку. Снесли они 6 яиц. 6 яиц за 4 дня. Что-то маловато. Забираю. Заодно навожу порядок в гнезде, чтобы все было чисто здесь. Кормовая ракушка засыпана вся подстилкой. Это тоже нужно убрать. Вот так. И поменять воду. Ставлю им чистую воду. Отходи. И полностью буду менять подстилку. Яйцо как поклад я использовала настоящее яйцо. И уже прошло много времени, поэтому его нужно убрать. Оно уже испортилось. А они уже знают, где нестись. И заодно проверим. Если нету яйца поклад, будут нестись они в гнездо? Я думаю, что будут. Смотрите. Смотрите, мокрое. Видите? И пар от него даже идет еще. Горячее.
Вам видно пар? Высыхает мгновенно. Молодец. Вот это яйцо чубатого доминанта Чехия, который несет зеленое яйцо. Вот такое оно, зеленое яйцо этой курочки. На солнышке пасутся, на траве, находят себе траву. И хорошая разминка. Везде ходят, летают, бегают. Ой, какой ты бандит! Ой, боже мой! Не бойся! Такое у меня случилось впервые, что на мой приезд кормушка была пустая. Обычно я ее наполняю, бывает не до верха, но знаю, что всегда есть зерносмесь. И здесь, наверное, не перепроверила в прошлый раз. Но это не страшно. Зерносмесь насыпала, и этого им хватит надолго. Обязательно следим за наличием кормовой ракушки. Мои курочки съели уже ракушку полностью. Одна пыль осталась. Поэтому обязательно в запасе должна быть ракушка. Смотрите, какая красота! Первые яйца Амераукана. Я дождалась. Затихли? Поздравляю вас! Вы теперь уже не цыплята. Вы теперь уже молодые курочки. Амераукана 5 месяцев. Первое яйцо.
Сегодня привезла им сухари. Это хлеб, который я размачиваю в холодной воде. И это служит вознаграждением моим курочкам за снесенные яйца. Хлеб куры очень любят и никогда от него не отказываются. Хлеб даю любой. Все, что остается, сушим, и все кушают куры. Хлеб выбрасывать нельзя. Все скушает птица. В курятнике всем дала, и теперь иду в теплицу. Здесь тоже есть любители хлеба. Когда на улице солнце, зимой в теплице жара. Хлеб даю и здесь. Сейчас обойду вокруг эту теплицу и этим петушкам тоже дам хлеб. Пришла у бройлеров наводить порядок. И смотрите, есть яйцо. Корм насыпала. И осталось навести порядок с подстилкой. Чистую принесла. И сейчас буду все это убирать. В курятнике горит свет 24 часа в сутки. И благодаря этому куры хорошо несутся. В курятнике мне остается накрыть гнезда, и можно ехать домой. На сегодня все. Освещение в курятнике. Тепло в курятнике. Кормовая ракушка. Кормовая ракушка. И яиц будет столько, что вы не будете знать, куда их девать.
Совсем не трудно было загнать этих индюков. Они зашли сами в теплицу. Принесла им чистую воду. И все, закрываю. И буду уезжать домой. Индюшка села и зовет индюка. Все, выхожу. Выхожу, не буду мешать. И вторая так села. И зовут индюка.